Эволюция — это слово, относящееся только к одному организму — истинному «я». Истинное «я» — это Вселенная, альфа и омега, Бог и бесконечность. И это единственное, что развивается, потому что мы все часть истинного «я». Ничто не проходит через эволюционный процесс в одиночку, но и не без непосредственной выгоды для целого. Так что, когда вы начинаете думать, что существует управляющая элита, контролирующая рука за занавесом, ведущая планету к уничтожению, когда вы думаете, что конец близок, апокалипсис, Армагеддон, и когда вы думаете, что мы обречены как вид, это не они, это вы вызвали все это. Но по очень хорошей причине. Вы развиваетесь. Прекратите обвинять всех и вся. Освободитесь от паники о глобальной тирании и стихийных бедствиях и будьте внимательны. Поскольку мир говорит вам о чем-то, он говорит вам, что не так с вами и как исправить это. Talismanic Idols представляет фильм «Кематика». Не ищите вовне, возвратитесь в себя, потому что внутри человека живет правда. Святой Августин. Каждая из основных религий упоминала о внутреннем руководстве в своем учении. Дух Христа, Атман, внутренний Бог. Кристина М. Комсток. Творение. Земля, как полагают, сформировалась 4,5 миллиарда лет назад. В течение первых 150 миллионов лет она начала охлаждаться и выпускать газы из литосферы, которые создали самые ранние формы атмосферы Земли. До создания этой атмосферы ультрафиолетовое излучение Солнца делало условия для жизни непригодными. Но по мере охлаждения Земли, вода, сконденсированная в атмосфере, и кислород накопились для создания органических соединений. Из них появились одноклеточные организмы, а потом и растительная жизнь. И вниз по течению времени эволюционная цепочка продолжалась. И затем мы находим вид, который, кажется, не похож на остальные. Период беременности у Homo sapiens 9 месяцев, он подражает 3,8 миллиардам лет эволюции всей жизни на Земле. Человеческий эмбрион повторяет эволюцию всех видов. Когда сперматозоид и яйцеклетка соединяются, это новое создание является одноклеточным организмом. В течение часов эта единственная клетка делится и умножается быстрее, чем любые другие виды. 4 недели спустя эмбрион начинает развивать жабры, подражая водной жизни. Несколько недель спустя он развивает легкие и хвост, как у рептилий. После этого в нем уже можно распознать млекопитающее, и затем оно принимает форму примата. Потом он теряет свою лакуну или эмбриональный мех, и, наконец, становятся видны признаки человеческого ребенка. Человеческое тело – это объединение приблизительно 50 триллионов клеток. Все, что делает тело, также делает и клетка. Клетка имеет дыхательную систему. Клетки питаются, чувствуют, думают и общаются с другими клетками. Триллионы клеток составляют единый организм, названный человеческим телом, а миллиард человеческих тел помогает выстроить организм, названный Землей. У Земли больше схожести с человеческой анатомией, чем вы думаете. Земля имеет свой собственный электромагнитный генератор, точно так же, как и человеческое тело. Исследователи обнаружили, что постоянный электрический ток идет через промежуточные клетки, находящиеся вокруг каждого нерва на теле. Эти линии называются энергетическими меридианами и используются в практике иглоукалывания уже по крайней мере 2000 лет. Датировка идет даже дальше, если вспомнить пути дракона или лей-линии, на которые устанавливались строения мегалиты и каменные монументы, отмечающие энергетические меридианы Земли.
Эти энергетические меридианы вырабатываются резонансными частотами Земли, названными волнами Шумана. Каждая планета имеет свои собственные резонансные частоты, определяемые длиной окружности и диаметром, а также скоростью на орбите и вращением. Резонансная частота Земли начинается с 7,83 Гц и заканчивается седьмой гармоникой в 43,2 Гц, соотносясь с 7 чакрами. В конечном счете, самое большое открытие о нашей Земле – это ее сознание. Видимым признаком сознания является энергетическое поле, управляющее формированием организмов. Морфогенез – научный термин для объяснения формирования тканей, органов и целых организмов. Сознание – творческая сила всей Вселенной. Ему давали много имен, таких как Бог или Божество, Яхве, Кришна, природа, поле. Вся Вселенная – это фактически один живой сознательный организм с полным осознанием себя. Причина, почему может казаться трудным постигнуть это, в том, что наше понимание типично ограничивается нашим языком. Когда мы слышим термин «сознательный организм», мы имеем тенденцию придавать этому антропоморфные свойства, давать человеческие качества. Мы по ошибке смотрим не на то, чем организм на самом деле является. По определению, организм – это любое живое существо, способное к ответу на стимулы, воспроизводство, рост и развитие и поддержание гомеостаза как устойчивого целого. Наша Вселенная делает все это. Сознание нашей Вселенной отвечает за форму и назначение, которые принимает вся материя. Резонансные частоты Земли – это результат ее формы. Эти частоты отвечают за биологические ритмы, такие как менструальные и суточные циклы, а также за поведение и эмоциональные шаблоны. Частоты затем подхватываются флорой и фауной, являющимися биологическими приборами, которые откликаются на волновые шаблоны. Волновые шаблоны резонируют в черепной структуре нашей головы и сходятся в центре нашего мозга, где находится шишковидная железа. Как верят во многих культурах, шишковидная железа – это духовный третий глаз, отвечающий за интуицию. Декарт называл ее обиталищем души, там, где встречается ум и тело. Каждая индивидуальная клетка в нашем теле получает электромагнитный импульс от нашей центральной нервной системы. Они получают тот же самый импульс, который исходил от Земли на каждый биологический инструмент. Объяснение нашей сознательной Вселенной предпринималось и религией, и наукой, и философией. Пренебрежение биологической природы у любого организма вызывает болезнь. Уход от природы, изгнание из Эдема, смешение языков – это все признаки не библейского бога или божества, а истинного «Я». Единственная и величайшая угроза нам самим – это потеря истинного «Я», смерть нашей божественности. Проходя сквозь истории и погружаясь в океаны информации, единственная капля мудрости, которую нам надо обрести, это понимание, что мы потеряли себя. Мифы. В священных текстах и древних писаниях, оставленных нашими предками, мы находим невероятную связь между историями о творении, Великом потопе, войне богов, Мессии, умирающем за грехи людей, пророчествах о конце света и схожих персонажах. Эти взаимосвязи обнаруживаются в мифах культур, которые, возможно, не имели никакого контакта друг с другом из-за географических и временных расстояний. Общая нить приводит нас к тому, что вся мифология имеет свои корни в звездах. Одно из самых известных повествований описывает сражение богов на небесах и следующий за ним потоп. В Библии Люцифер восстал против Бога и побежденный был сброшен на землю. В шумерском мифе о творении Анума-Алиш мы находим подобную историю о Тиамат, побежденной Мардуком и вверженной в пропасть Апсу. И Хаос, Тиамат, мать их обоих. Апсу и воды Тиамата были смешаны вместе. Подразумевается, что хаотичные воды Тиамат были как-то смешаны со сладкой водой Апсу. Апсу был шумеро-аккадским богом бездны под землей. Тиамат, также известная как Люцифер, змей или дракон, была побеждена Мардуком. Мардук был отцом Нибо или Меркурия.
А Меркурий — это тот же самый мифологический персонаж, что и зороастрийский Митра, египетский Гермес Анубис и гностический Гермес Христос. Однако самая последняя версия Меркурия — это архангел Михаил из Библии, который победил Люцифера и послал его в бездну земную или в ад. Эта история имеет размытое астрологическое значение в Библии и во многих других древних писаниях. Это приводит к событию в истории, которое зафиксировано многими исследователями как космический переворот и исторический потоп. Уильям Комминс Бамонт писал: «Потоп увековечивает столкновение падшей планеты, позже обозначенной Сатаной, а фактически кометой, с нашей Землей». Смотрите, что у нас получается. Он постулирует, что эта планета, позже обозначенная Сатаной, упала на Землю, вызвав потоп, который был отмечен в библейском и других мифах. Люцифер или Тиамат — это была планета, известная древним культурам как сверкающая, дракон хаотических соленых вод. Свет от Солнца освещал воды этой планеты, что давало ей сияние, которое соперничало с самим светом Солнца. Вот откуда мы узнаем о Люцифере, соперничающем с Богом. Бог в этом случае является Солнцем, который питает и дает тепло Земле. Планета Тиамат или Люцифер была разрушена катастрофическим событием, которое зашвырнуло водянистую планету в бездну Земли. В книге Еноха говорится: «Смотрите, звезда упала с небес, и когда она упала на землю, я видел, как земля была проглощена великой бездной». В мифах индейцев Юты говорится: солнце распалось на тысячи осколков, которые упали на землю, вызвав обширный пожар. Тогда Тавац бежал от разрушения, которое вызвал, и пока он бежал, горящая земля пожирала его пятки, ноги, тело, руки и кисти. Пока, наконец, раздутые жаром, глаза Бога не разорвались и слезы не полились потопом, который распространялся по земле, гася пожар. Этот миф напоминает перевод Анума Алиш, сделанный Стефани Долли в ее книге «Миф из Месопотамии». В книге объясняется, что глаза Тиамат стали источником рек Тигр и Ефрат. Как написано в книге Откровения: «И произошла на небе война, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом или сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю». Римская мифология Овидия рассказывает об истории Фаэтона, другого имени, данного водянистой планете Люцифер или Тиамат. В этой истории говорится, что Фаэтон был сыном Солнца, который пожелал стать Солнцем на день. Попытка Фаэтона была неудачной, и в конечном счете Юпитер, который также известен как Мардук, разрушил Фаэтон, послав его к земле, сокрушая в пламени, чем вызвал огромный, ранее невиданный потоп от реки. Общая тема, которую мы видим здесь, что планета с соленой водой, великий дракон, Люцифер, Тиамат, Фаэтон, была побеждена и упала на землю, и теперь остается в бездне, известной как ад. Также давая нам историю Люцифера, восставшего против Бога, но побежденного и отправленного править загробным миром. Однако, как мы знаем, общий принцип — это всего лишь оболочка истории. Внутреннее значение, дух мифа идет с более глубоким пониманием сути каждой планеты. Не только физической планеты, но и сознающего ядра. Мы теперь знаем, что пропорции и скорость планеты дают ей характерные частоты, управляющие биологическими и поведенческими шаблонами. Эти планеты отражают психологию архетипов человека. В древние времена, вероятно, самой важной областью исследования было изучение небес. Галактические тела и их движение по небу символизировали внутренние особенности человеческого сознания. И внутри всех организмов. Устаревшая наука объясняет только физический мир, воспринимаемый нашими 5 чувствами. Только в эзотерических религиях, мистицизме и квантовых областях науки мы находим какие-то попытки объяснить, как мысли и эмоции вписываются в осязаемый мир. Мы также понимаем теперь, что человечество — это как сообщество клеток внутри организма Земли. Таким образом, Земля — это высокоразвитый организм, который создает наши формы и функции. Этим высокоразвитым организмом и всеми другими планетами управляет сознание, так же, как и нами, индивидуальными людьми.
Поэтому ньютоновское убеждение о том, что галактические тела — это не что иное, как безжизненные формы, плавающие в космосе, равносильно утверждению, что мы, люди, являемся ничем иным, как соединением элементов в движении. Мы знаем, что это неправда, потому что мы чувствуем, мы думаем, и кроме того, мы видим результаты нашего сознания, создающие то, что мы называем жизнью. Платон писал: «Этот мир действительно живое существо, наделенное душой и интеллектом. Единственное зримое живое существо, содержащее в себе все другие живые существа, которые по своей природе все связаны». Кроме того, космос — это единственное живое существо, содержащее все живые существа внутри себя. В статье из суфийского журнала автор пишет: «Мир — это живое духовное существо». Это понимали древние философы и алхимики, которые упоминали духовную сущность мира, как анима мунди, душа мира. В Писании говорится, что ангелы направляют внутреннюю душу для деяния людей, или что боги влияют на человека. Большинство древних духовных и научных учений несут веру в то, что в иерархии богов ангелы, архангелы, археи и так до херувимов и серафимов — это иерархии внутри человеческой психики. Таким образом, мы должны понять, что когда древние мифы и священные писания говорят о духовном влиянии от высшего существа, они говорят об архетипичных силах, которые для нас врождены, а не о влиянии из внешнего источника. Здесь мы начинаем видеть значимость астрологии как древней формы науки, которая вновь возникает в XIX и XX веке под названием психология. Фридрих Ницше даже заявил: «Пока вы воспринимаете звезды как нечто, находящееся над вами, вашей точки зрения все еще не хватает знания». Это астропсихология, она отображает внутренние особенности психики. В дохристианские времена существовали школы, известные сегодня как тайные школы или тайные религии. Послания, зашифрованные в писаниях и древней археологии, пришли от адептов духовной науки. Цель школ состояла в том, чтобы учить посвященных глубинному значению этих мифов. То, что позже назвали Люцифером, сатаной или дьяволом, изначально представляло собой эго, которое восстает против Бога, представляющего высшее «Я». Истинное «Я» — эпицентр всего существа человека. Это полная сумма всего, чем мы являемся. С другой стороны, ложное эго является идеями и концепциями, которые мы создаем о нас самих в ходе наших жизней, и которые обычно исключают любые качества, которые мы не хотим принимать в себе. Однако, человечеству была дана свобода выбирать, либо повиноваться истинному «Я», либо впадать в искушение, идущее от тщеславия и материализма ложного эго. Это самая значимая черта, которая отличает человека от животного — свобода выбора. Выбора следовать за нашими концепциями и идеалами или за нашими естественными импульсами. Выбор сохранять природу или разрушать ее. Эта свобода выбора лежит в основе веры всего организма, который мы называем человечеством. Рак начинается с группы клеток из всего сообщества, которые не в состоянии связываться с сознательным сигналом организма. Эти клетки начинают бесконтрольно расти и распространяться в другие области организма. Именно эта болезнь наблюдается повсеместно в сегодняшнем мире. Рак на планете Земля — это доминирование нашего ложного эго и наш уход от природы. Коллективно и с каждым человеком от рака страдает наша Земля из-за доминирования нашего ложного эго и нашего ухода от природы. Коллективно и с каждым человеком наше тщеславие приводит к разделению и конкуренции. Конкуренция ведет к страху и жадности. Жадность приводит к обману и безнравственности. А безнравственность — лучшая почва для болезни, ведущей войну на нашей земле. Каждый акт ненависти и разрушения в нашем мире начинается с ненависти к себе и саморазрушения. И все начинается с разрыва общения. Логос. В природе все, что мы воспринимаем нашими 5 чувствами, результат 2 фундаментальных принципов. Все существующее построено на взаимоотношениях между вибрацией и материей.
Вибрация — это мужская творческая сила, которой противостоит материя, являющаяся женской воспринимающей силой. Так возникает принцип дуальности. Мы видим эту дуальность в древних мифах и философиях, но только в философиях и писаниях, искаженных насильно от первоначального значения, где создается впечатление, что одна полярность — это добро, тогда как другая — зло. Изначально мудрецы, адепты и шаманы учили, что необходимы обе полярности, и что одна не может существовать без другой. Вместе эти два важных принципа формируют все во Вселенной. Это кематика. Даже язык, логос, взаимное общение всего в природе зависит от этого принципа. Пит Питерсон в своей работе «Кематика. Наука будущего» заявил: «Природа показывает примеры кематики во всем». Это явление — одна из главных сил, движущая биологическую эволюцию. Дэн Уинтер воспроизвел эксперимент, чтобы доказать, что древние языки, иврит и санскрит, при произношении создают частоту вибраций, которая формирует материю в структуры сакральной геометрии. После дальнейшего исследования иврита, санскрита, арамейского, арабского языков и других древних диалектов оказалось, что они имеют более древние корни в открытом гаэльском языке и весьма возможно имеют еще более раннее происхождение. В науке мантры с вами Муругеша он утверждает, что произношение человеком определенного слова на санскрите, пока снимают на камере горящую свечу, изменяет цвет и интенсивность пламени, самой частотой, которую слово испускает. Этой же наукой было показано, как понизить и поднять кровяное давление. По его собственным словам, определенные звуки могут воздействовать на наше кровообращение и нервную систему. Какой бы ни была причина изменения вибрации, она воздействует и на ум человека, а также на окружающую его атмосферу, вызывая тепло или прохладу. Все это доступно изучению и показывает практика. Это открытое вновь знание науки о звуке показывает, что звук — нечто большее, чем просто вибрационные сигналы. Звук не только взаимодействует с жизнью, но и поддерживает и развивает ее. Он действует как проводник сознательного намерения между людьми, сообществами и всей цивилизацией. Но все же психическая болезнь, возникающая из-за доминирования нашего ложного эго, отражается и на коллективном уровне. Наша психологическая раздвоенность отключила нас от правильной связи с нашим внутренним «я». Точно так же, как работают раковые клетки в теле. Коллективно мы создали языковой барьер между человечеством и остальной частью природы, действующий как глобальный рак. Записи в истории об эффективности древних языков были жестоко искоренены. Алфавитный числовой перевод с иврита на английский язык показывает полную противоположность этих двух языков, и отклонение от кематики производит неестественные результаты. Доктор Леонард Хоровиц заявил в своей работе по ДНК: 1/3 сенсорно-моторной коры мозга отведена языку, полости рта, губам и речи. Другими словами, устное извлечение частоты, будь то разговор или пение, приводит в действие мощное управление жизнью, создавая вибрацию генов, влияя на наше общее состояние и даже на эволюцию видов. В этом случае показано, как деградация языка имеет биологическое воздействие. Если что-то столь же основное и важное, как язык, может быть ухудшено и обесценено до такой степени, и при этом не вызывая никаких вопросов, то что важного еще могло быть упущено? Подумайте об аспекте вашей жизни, который диктует пределы вашей свободы. Правительство и законодательство, страховые и фармацевтические компании, налоги, строительные лицензии, водительские права и многое другое. Есть сотни, если не тысячи соглашений, инструкций и границ нашей свободы. И из тех, которые были только что упомянуты, сколько вы исследовали, чтобы узнать, применимы ли они к вам или нет? Давайте посмотрим на формы закона, на которые мы в настоящее время соглашаемся. Закон. Общее неправильное представление среди людей в том, что любое правило или регулирование, управляющее ими, подпадает под одну категорию – закон. Но есть много других форм закона, которые люди соблюдают, не понимая, что они попросту неприменимы к ним. Другое неправильное представление в том, что государственная конституция дает нам наши права. Конституция не делает ничего, кроме перечисления прав, которые мы уже имеем. Мы рождаемся с неотъемлемыми правами, наделенными нашим Творцом. Их нам не дают, и они не могут быть отняты. Самое главное, что человек может делать с правом, это выбирать, использовать его или нет.
Морской адмиралтейский закон — это то, что известно как закон воды. Он заменен на гражданское право и применим только к тем, кто охотно соглашается с ним. По определению, Адмиралтейский закон — это основа частного международного закона, управляющего отношениями между частными юридическими лицами, которые управляют суднами в океанах. Давайте посмотрим на то, как и почему форма закона, которая сформировала и управляет корпорациями, бизнесом и судами, наложила свои правила на живых людей. Это все сделано с помощью магии слова. Простое искажение языка позволило убедить людей во всем мире, что эти альтернативные законы применимы к ним. Одно из преобладающих убеждений в современной культуре — то, что лицензии, пропуска, регистрации и другие формы документации необходимы, чтобы управлять автомашинами, пользоваться общественными дорогами, строить дома и учреждения, участвовать в свободном предпринимательстве и многое другое. К сожалению, эти убеждения не подвергались внимательному разбору и являются ложными. Эта система убеждений увековечивается морским адмиралтейским законом. Эта форма закона была первоначально создана, чтобы управлять суднами, швартующимися в зарубежных странах для импорта или экспорта продуктов и ресурсов. Этот закон имеет дело с банковскими и торговыми делами, но не с гражданскими. Когда продукт снят с судна и принесен в иностранную землю, эта страна берет на себя его хранение и создает об этом отчет со свидетельством. Это свидетельство отмечает дату рождения этого продукта в хранилище данной страны. Подумайте, почему мы обязаны иметь свидетельство о рождении в первую очередь? Словарь банковских терминов Беррена определяет свидетельство как бумагу, устанавливающую подтверждение на право собственности. Теперь мы видим, что каждый человек со свидетельством о рождении определяется как чье-то имущество. Чье имущество? Люди используются как поручительство при отношениях с другими странами, потому что США банкроты. Соединенные Штаты объявили банкротство 9 марта 1933 года. С этого момента США начали брать суды от частной неправительственной корпорации, названной Федеральный резерв. Не имея денег, чтобы выплатить суды, США начали использовать граждан как поручительство. Все свидетельства о рождении и браке — это буквально складские квитанции. Только взгляните на схожесть складских квитанций и свидетельства о рождении. Обе документируют дату выпуска, серийный номер, регистрационный номер или номер квитанции, описание продукта и правомочного осведомителя, чтобы уведомить соответствующее государственное агентство. Со всей этой информацией, являющейся легко доступной, большинство людей не осознает их сопричастность с морским адмиралтейским законом. Это возможно осуществить через манипуляцию словами. Этот адмиралтейский морской закон изменил значение слова «субъект» от естественного живого человека, корпорации. Водительские права, регистрации транспортных средств, формы автострахования, строительные лицензии, разрешение на оружие, рабочие пропуска, налоговые документы, свидетельства о рождении и о смерти, транспортные выписки и многие другие формы документации, которые, как полагают, абсолютно необходимы, применяются только к субъекту или корпорации. После подписания такого юридического документа вы косвенно передаете ваши права под Конституцию и понижаете ваш статус до корпорации, который создается под таким же, как у вас, именем. Единственный способ отличить ваше настоящее имя от названия корпорации — это заметить, что у корпорации название пишется только заглавными буквами. Это известно как Capitis Diminutio Maxima. Вы можете заметить, что ваши водительские права, свидетельства о рождении, карты социального обеспечения, страховые карты и многое другое используют только заглавные буквы, чтобы юридически представлять корпорацию с вашим именем, но не вас. Корпорация — это юридическое лицо, тогда как вы, человек, это физическое лицо. Этот обман идет еще дальше в суде, когда нас туда вызывают. Будучи в суде, вы заметите, что есть место для свидетелей позади деревянного заграждения или барьера. Ответчик должен пересечь вход, чтобы войти за барьер, где сидят истец и судья. Этот акт символизирует вход на борт корабля. С этого момента дела можно вести по закону морского адмиралтейства. Судья, действуя как капитан или банкир, отвечает за установление баланса между двумя сторонами.
В этом причина, почему в судебный процесс вовлечена денежная ценность. Капитан просто имеет дело с банковскими и торговыми спорами. Как только баланс оплачен, дело закрыто. Чтобы не попасть под случай суда закона морского адмиралтейства, где ваши права не защищены, вы должны не соглашаться представлять юридическое лицо. Это можно сделать, объявив себя физическим лицом. Здесь нет ваших имени или фамилии, потому что тут подразумевается название корпорации. В случае суда вы можете заявить, что суд берет осведомленность о вашей присяге при вступлении в почетную должность. Каждый судья должен дать присягу при вступлении в должность. Но вы все же должны прояснить суду и присяжным, что судья действует как судья, а не банкир. Помните, что вы живой человек Земли. Вы не управляемы ничем и никем, кроме вашего собственного сознания. Законы созданы внутри общества. Создающее законы общества, которое продвигается сегодня, называется юридическим обществом. Все же самая красивая часть всего этого обмана — это факт, что мы не часть юридического общества, так что их законы неприменимы к нам. Судьи, адвокаты и чиновники законодательной власти, они все часть общества. В пределах этого общества они создали свой собственный язык, который обманом уподобили английскому языку. У них есть такие штучки под названием статусные уставы и регуляции, которые похожи на законы, но они применимы только к тем, кто внутри их сообщества. Это попросту означает, что все нарушения правил движения, минимальные требования к возрасту и все за исключением нанесения вреда другому человеку или его имуществу в действительности неприменимо к физическому лицу. Законы применимы только к тем, кто входит в само юридическое сообщество. Разыгрываемая игра — это только иллюзия. Вы можете просто открыть ваши глаза и потребовать свободу, с которой вы родились, свободу, ограниченную только пределами вашего воображения. Это только несколько примеров заверения, что ваши права защищаются. Безусловно, самая сильная защита против этого обмана — это знать об искажении языка. Также важно полностью осознавать, как вы формируете ваши убеждения и концепции. В религии и политике верования и убеждения людей почти в каждом случае идут из старых рук и без проверки на подлинность от авторитетов, которые сами не исследовали вопросы их появления, но взяли их также из старых рук от других, не проверивших, чье мнение о них и гроша ломаного не стоит. Марк Твен. Все виды искажений языка зеркально отражаются в микрокосме психики. И проблема, которую я вижу сегодня в человечестве, что мы действительно больше не знаем самих себя. Мы работаем с 9 до 5, у нас есть дом, дети, счета, телевидение, хобби и поручения, которые мы выполняем каждый день. И мы в конечном счете начинаем полагать, что это то, кто мы есть. Но кто мы без названия работы, без статуса матери или отца, верующего атеиста, республиканца или демократа, черного или белого, мужчины или женщины? Кто мы? Кто мы глубоко внутри? Мы не знаем, потому что каждый раз, когда мы слышим ответ, который не хотим принять, мы отрицаем его, мы пропускаем его мимо, проецируем его на кого-то еще и судим их за это. А это подавление. И мы видим, что подавление может сделать на индивидуальном уровне, но как насчет коллективного уровня человечества в целом? Что происходит, когда во всем мире отказываются видеть, кем на самом деле являются? Психе. Карл Юнг открыл, что существует коллективное бессознательное, связанное со всеми людьми. Это значит, что все человечество совместно использует единый ум. Об этом свидетельствуют общие во всем мире мифы и символы, исследования морфологических областей и наука кинезиология. Такая общность — это глобальный пример бессознательного ума человеческого тела, в котором триллионы клеток совместно используют схожий сигнал. Этот паразит, называемый нашим ложным эго, требует непрерывный поток средств к существованию, чтобы выжить. Пища, топливо и любая другая форма средств к существованию — это энергия.
Человеческое сознание — это электромагнитное поле энергии. Когда используется эта потенциальная энергия, высвобождается кинетическая энергия, которая используется для сохранения ложного эго. Этот сценарий разыгрывается от мельчайших паразитических организмов до коллективного организма под названием человечество. Паразит испускает вещества, заставляющие хозяина жаждать средств для пропитания, которые нужны самому паразиту для выживания. Пока хозяин не осознает этого, он продолжает кормить паразита, но себя морит голодом. Подобным образом, Вильгельм Райх заявил, что целое общество страдает от психоза, вызванного голоданием наших органических биологических побуждений. Он заявляет, что подавление сексуальности поддерживает власть церкви, чьи корни погрузились очень глубоко в эксплуатацию масс посредством страха секса и чувства вины. Это порождает робость перед властью и привязывает детей к их родителям. Это приводит к подобострастию взрослых перед государственными властями и капиталистической эксплуатации. Так парализуются интеллектуальные и критические способности угнетаемых масс, потому что на это уходит большая часть биологической энергии. В конечном счете, это парализует целенаправленное развитие творческих сил и делает невозможным достижение всех стремлений к человеческой свободе. Таким образом, преобладающая экономическая система, в которой отдельные люди могут легко управлять целыми массами, укореняется в психических структурах самих угнетаемых. Здесь Райх показал, что на коллективном уровне подавление естественной функции, биологической, духовной или эмоциональной, приводит к ненормальной реакции, психической болезни. Это заболевание отражается в массах через коллективное бессознательное и действует как эпидемия. Человечество заражено чумой неспособности к свободе. В том смысле, что массам людей недостает способности управлять собой на психическом уровне, и это проявляется в макрокосме как правительство и организованная религиозная власть. Это воцаряется и на национальном, и на индивидуальном уровне, над всеми и над каждым. Взгляните на печально известных правителей мира, патриархов цивилизации. Политическая, социальная, экономическая и духовная диктатура, психическая тирания. Это попросту болезнь нашей души, это недостаток ответственности и пренебрежение основной человеческой свободой дали возможность каждому тирану когда-либо править людьми на этой планете. Человечество зациклилось на страхе, апатии и ненависти. Эти человеческие инстинкты направляют иерархические политические системы и бюрократию, которые чаще всего ограничивают наше элементарное человеческое стремление к счастью. Общество, основа которого это страх, апатия и ненависть, устанавливает систему, которая фундаментально ограждает человека от счастья. Оно подавляет индивидуальное развитие и поддерживает цикличный шаблон поведения превосходства или неполноценности, и классовое общество основано на ложных идеалах. Марк Циммерман. Но эти подавляющие тираны, которые демонизируются массами, не отличаются от нас. На самом деле они едины с нами. В своей книге «Пророк» Калил Гибран поэтически заявляет: «Я говорю, пока святое и добродетельное не сможет подняться за пределы высочайшего, что есть в каждом из вас, до тех пор грешные и слабые не упадут ниже нижайшего, что также есть в каждом из вас». У каждого из нас есть возможность совершить самый ужасающий грех, либо проявить самое прекрасное сострадание к собратьям. Это и есть определение болезни в психике и душе человека. Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Послание апостола Павла Ефесянам. Подумайте о любой власти, которая, как вы верите, стоит выше вас. Королевские семьи, правительственные лидеры, ООН, финансовые организации, корпоративные монополии и безжалостные силы СМИ – все они – это аспекты нашего ложного эго. Они – это физическое проявление нашей собственной болезни. Для выживания им необходимо наше сознательное участие и наша сознательная энергия. Поскольку без нашего сотрудничества, без продолжения нашего соучастия, они умирают с голоду. Сама их природа зависит от нашего желания быть управляемыми. И типичный симптом болезни среди человечества сегодня – это наше продолжающееся отрицание своей болезни. Подавление.
Мы постоянно подавляем те качества, которые не хотим принимать в себе. Именно поэтому настолько трудно увидеть ложное эго и его многоликие проявления такими, какие они на самом деле. Нация может пережить ее дураков и даже амбиции, но она не сможет пережить измену внутри себя. Цицерон. В этом сама природа ложного эго. Оно действует как подсадная утка, чтобы отвлечь нас от свободы, которую мы действительно имеем. Чтобы выжить, этот психический паразит будет снабжать нас веществами, которые сделают нас зависимыми от него. В данном случае средство для существования – это наша сознательная энергия. И чтобы кормить ее паразита, химикат страха заставляет человечество жаждать покровительства и защиты. Все функции тела для выживания можно разложить на две основные у любого организма. Вы должны иметь возможность расти, поддерживать себя, заботиться об организме, но вы также должны быть в состоянии защитить себя. Так, если вы только растете, но не можете защитить себя, вы становитесь пищей для кого-то еще. Выживание балансирует между ростом и защитой. В истории человеческой цивилизации, человеческой эволюции мы замечаем, что нам по природе свойственно расти, и что наша защита должна использоваться лишь чтобы помочь нам в момент опасности. Вы не можете находиться в росте и защите одновременно. Таким образом, важно понимать, что когда мы видим необходимость защиты, гормоны стресса в теле перекрывают кровеносные сосуды в наших внутренних органах и кишечнике, являющимися частями тела, необходимыми ему для роста. Вывод таков, что если вы взяли кровь от внутренних органов и перегнали ее к рукам и ногам, то не оставив в органах крови, вы прекратили рост. Но вы готовы драться, а когда ваш бой окончен, кровь возвращается назад к органам, и вы снова растете. Но в мире, в котором мы живем сегодня, страх присутствует круглосуточно изо дня в день. Таким образом, мы имеем непрерывное поступление этого гормона стресса в тело. Он поступает все время, приводя нас в готовность тотчас же драться или бежать. Мы всегда готовы сорваться, потому что мы начеку, но встает проблема, как же мы тогда распределяем энергию? Ведь большая часть энергии уходит на защиту. Вы не сможете выжить, если будете все время только защищаться. И если паразит может управлять природой страха, тогда он может породить среди нас боязнь, что только он может защитить нас. В настоящее время физическое проявление этого мы видим у Збигнева Бжезинского, бывшего госсекретаря США, который также поддерживал президента Барака Обаму. В своей книге «Великая шахматная доска» он заявляет, поскольку Америка становится обществом очень многих культур, это может привести к большим трудностям в согласовании вопросов внешней политики, кроме обстоятельства действительно массивной и обширной, направленной внешней угрозы. Даже рейхсфюрер нацистской партии Герман Геринг подвел итог этой игры спроса и предложения совершенно четко, когда заявил, людей всегда можно убедить делать ставку на лидеров. Это просто. Все, что вы должны сделать, это сказать им, что на них напали, и осудить миротворцев за отсутствие патриотизма и ослабление страны в опасности. Точно так же это работает в любой стране. Аналогично это работает в психике каждого индивидуума. Просто вспомните, что ложное эго имеет только одно желание – становиться больше и сильнее, чем ваше истинное «я». Эта болезнь заставляет нас верить, что мы являемся отдельными от природы. Вот почему мы видим возрастающую зависимость от технологии. Вот почему мы видим так мало надзора за землей и окружающей средой. Вот почему мы видим фанатизм, расизм, сексизм и все другие возможные виды дискриминации, которые ведут к преступлениям, насилию, войне и, в конечном счете, глобальному разрушению организма. Это нескончаемое состояние страха, замешательства и разделения, в котором, очевидно, живет наш мир, является симптомом ложного эго, создающего ложную угрозу.
Если люди основывают свою индивидуальность, отождествляя себя с авторитетом, свобода вызывает тревогу. Тогда они должны скрывать в себе жертву, переводя насилие на других. Арно Грюн. Символы. Многие из президентов США имеют родственные связи друг с другом. Семейство Буша роднится с большим числом бывших президентов. Джордж Вашингтон, Миллард Филлмор, Фрэнклин Пирс, Авраам Линкольн, Улисс Грант, Резерфорд Хейс, Джеймс Гарфилд, Гровер Кливленд, Теодор Рузвельт, Уильям Тафт, Келвин Кулидж, Герберт Гувер, Франклин Рузвельт, Ричард Никсон и Джеральд Форд. Майкл Сарион указывает в своей работе, что Буш – близкий родственник всех европейских монархов, бывших и находящихся на троне, и состоит в родстве с каждым членом британской королевской семьи. Генеалогическое дерево Бушей, согласно документам, берет начало еще в 15 веке. Буш – это прямой потомок Генри III и сестры Генри VIII Марии Тюдор. Он также потомок английского короля Чарльза II. И мы также находим, что Джордж Буш-младший – прямой потомок Готфрида Бульонского. Готфрид был первым королем Иерусалима после того, как город был отбит у сарацинов, средневековых последователей исламской веры. Интересно заметить, что текущая оккупация Ближнего Востока со стороны США вновь установлена той же самой семьей – Джорджем Бушем-старшим в 1991 году и снова Джорджем Бушем-младшим в 2003 году. Как оказалось, Джордж Буш-младший является кузеном обоим противостоящим кандидатам из его двух сроков правительства – Элу Гору и Джону Керри. Президент-демократ Барак Обама также имеет кровные узы с Джорджем Бушем, как и Джеральд Форд, Линдон Джонсон, Гарри Труман, Джеймсон Мэдисон и британский премьер-министр сэр Уинстон Черчилль. С другой стороны президентских выборов 2008 года Джон Маккейн – это потомок Роберта де Брюса, шотландского короля Уильяма I и также Готфрида Бульонского. Вероятно, один из самых интересных аспектов этих родственных отношений – это факт того, что вся британская королевская семья является потомками мусульманского пророка Мухаммеда через арабских королей Севиллы. Этот род идет через королей Португалии, Кастилии и в конечном счете доходит до короля Эдварда IV. Эта история сильно отличается от той, что вы слышали от СМИ, кричащих каждый день об идее наследственной передачи власти. Это полностью разоблачено, согласно передовому авторитету аристократического клана, сословию Берг. Это все показывает, что существует настоящая история, есть сфабрикованная иллюзия, блеф, который дается публике. Эти кровные узы простираются дальше, хорошо задокументированы в таких книгах, как «Сословие Берг» и других, также заслуживающих внимания. Суть в том, что мы находим не только тех же самых людей, но то же самое намерение у людей, занимавших высокие посты в монархии, династиях, аристократии и демократии в прошлом и настоящем. И все они связаны физической и символической цепью. Этот клан несет символ нашей болезни. Чтобы составить более или менее точное представление о самом себе, нужно просто получить всестороннее понимание тех аспектов вас, о существовании которых вы не знали. И эти аспекты легко заметны, потому что они обнаруживаются как ваши симптомы. Кен Уилбер. Симптомы. Симптомы нашей психодуховной болезни – это войны, террористические акты, техногенные катастрофы и персоны лидеров. Пока люди продолжают забывать свое внутреннее руководство и внутреннюю природу, они всегда будут не способны понять, почему такие события происходят в мире и почему подобные фигуры поднялись до таких могущественных позиций. Причина, по которой мы не способны на протяжении тысяч лет окончательно победить этих архетипичных правителей, в том, что все это время мы сражались с симптомами болезни, но не с ее первопричиной. Как только одно порочное правительство захватывается революционерами из среды угнетаемых, на его месте каждый раз вырастает два новых. Потому что первопричина порочного правительства не существует в каком-то ее отдельном лидере. Она существует внутри психики каждого человека.
Потому что неосознающий хозяин смертельного паразита сделает все, что угодно, чтобы избежать принятия своей неспособности к свободе. Люди сделают все, что угодно, неважно, насколько это абсурдно, чтобы только не встречаться со своей собственной душой. Карл Юнг. Мы так отвыкли от здравомыслия в этом мире, что те немногие, кто просто перестал проецировать на других и открыто посмотрел на своих демонов, другим кажутся ненормальными. В статье, написанной в 50-х годах, говорится, что исследования показали, что индивидуумы, изолированные от своего знакомого социального и культурного окружения, становятся невротичными. Это показывает, что когда эти индивиды не имеют рядом объекта для отождествления своих темных эмоций, они начинают видеть все это в самих себе, то, что раньше они отвергали в себе признать, не понимая ни причин появления, ни возможности справиться с этим. Взгляд на свое истинное «я» — это нечто неведомое в нашем мире сегодня. Именно поэтому неважно, сколько цивилизаций поднимутся и падут, только наше коллективное сознание создает наш правящий аппарат, а не отдельные люди. Безумие по определению — это постоянно повторять одно и то же действие и при этом ожидать разных результатов. Альберт Эйнштейн. И, возможно, после бесчисленных попыток люди поймут, что физическое уничтожение не может быть решением. Но пока все так и остается. Тысячи лет спустя, с технологиями клонирования ДНК, со сверхзвуковыми самолетами и космическими зондами, с наукой, которая может победить почти любую болезнь, мы все еще не способны заметить важность самих мыслей и сознания. Это и есть то самое определение безумия. И каждый из нас в ответе за эту психическую эпидемию. Потому что мы убили посланника, но не прислушались к его посланию. Самость. В 90-х годах 3 нобелевских лауреата по медицине провели глубокое исследование, открывшее, что первичная функция ДНК лежит не в синтезе белка, в чем были убеждены в течение прошлого столетия, а в приеме и передаче электромагнитной энергии. Доктор Лен Хоровиц заявил, менее 3% функций ДНК отвечает за производство белка, и более 90% функций задействованы в области биоакустики, биоэлектрических сигналов. Так почему важно знать, что основные функции ДНК задействованы в биоэлектрических сигналах? Институт сердечной математики обнаружил, что сердце и мозг поддерживают непрерывный двухсторонний диалог, где каждый орган влияет на функционирование другого. Хотя это мало известно, сердце посылает гораздо больше информации мозгу, чем мозг посылает сердцу, и сигналы, которые сердце посылает мозгу, могут влиять на восприятие, эмоциональные процессы и высшие функции распознавания. Сердце также производит самое сильное ритмичное электромагнитное поле в теле, и это может быть измерено в мозговых волнах окружающих нас людей. Мы — это буквально электромагнитное выражение нашей высшей познавательной функции. Явление электромагнетизма наблюдается во всем мире как двойственность. Вся материя содержит отрицательные и положительные заряды, а значит и организм устроен на основе этого. Естественный гомеостаз любого организма — это равновесие обеих полярностей. Кроме того, исследование эмоциональной энергии показывает, что область сердца — это носитель эмоциональной информации и посредник биоэлектромагнитной коммуникации внутри и вне тела. Согласно исследованию, поле нашего сердца определенно изменяется тогда, когда мы испытываем различные эмоции. Это регистрируется в мозгах окружающих нас людей и, очевидно, имеет воздействие на клетки, воду и ДНК, которые изучались в пробирке. Страх. Вещество, поставляемое коллективным паразитом, создает определенный биоэлектрический сигнал, даваемый хозяину. Этот сигнал рассеивается среди организмов нашего сообщества и разрастается наружу через весь организм, пока не будет сбалансирован противостоящей силой. Доктор Фриц Аллен По обнаружил, что клетки в нашем теле общаются через биофотоны, крошечные частички света электромагнитного поля.
Эта система коммуникации внутри нашего тела также существует и между людьми, и она известна как морфорезонанс. Это было известно шаманам, мудрецам и адептам древности. Такие учения были обычными в доисторических культурах. Это не было просто художественным выражением, ритуалы были краеугольным камнем каждой древней цивилизации. Искусство использовалось как персональный метод изучения теневого содержимого психики и перевода его в сознательный ум. Это буквально рассматривалось как психическая терапия. Ритуал базировался на астрологических датах. Как мы уже знаем, изучение звезд и планет отражает нашу собственную астропсихологию. Ритуалы выполнялись шаманами в астрологические дни, соотносящиеся с суточным ритмом или психологическим циклом. Эти ритуалы помогали их участникам осознать свое внутреннее «я» и предотвращали вытеснение психологического содержимого. Пока люди встречались с собственными внутренними демонами и принимали их как свою принадлежность, они не проецировали их коллективно в физический мир. Когда вы рождаете это в себе, то, что вы имеете, спасет вас. Если вы не имеете этого в себе, то, чего вы не имеете в себе, умертвит вас. Евангелие от Фомы. Последствия нашей психологической болезни начали быстро расти после ряда катастроф, заставивших коллективно находиться в соматическом состоянии «дерись или убегай». Это снизило иммунитет всех людей, вводя нас в состояние огромного стресса. Под стрессом наше тело становится более восприимчивым к болезни. Можно сказать, что человечество заболело, когда все тело суши было проглочено водами потопа. Это лишило много племен, вождей и цивилизаций их домов, прекратив их ритуальные практики, которые обеспечивали психическое благополучие, и первейшей задачей тогда стало выживание в катастрофе и поиск нового дома. Шаманы разбрелись по многим новым частям мира, и эта информация была скрыта. Нас заставили поверить, что продвинутые цивилизации типа Древнего Египта или индейцев майя Центральной Америки появлялись без предшествующих элементарных остатков или свидетельств развитых памятников интеллекта, приведших их к своему пику. Однако странно полагать, что их невероятные познания математики, астрологии, сельском хозяйстве, экономике, политике и архитектуре появились из ниоткуда. Многие исследования сегодня приходят к пониманию того, что о происхождении этих цивилизаций умалчивалось специально. Неудивительно, что сила, ведущая сокрытие этого знания, исходит от того же клана политических и религиозных лидеров, о котором говорилось до этого. Это только некоторые из известных актов сожжения книг и утаивания важных текстов нашей истории. Все же после всего этого сокрытия существуют рассеянные остатки старых цивилизаций почти в каждой стране. Существует потрясающее свидетельство древних культур, посещавших Северную Америку задолго до распространенного убеждения европейской колонизации. Барри Фелл заявляет в своей книге «Америка до нашей эры». Есть древние надписи, о которых теперь сообщается почти из всех частей США, Канады и Латинской Америки, написанные на различных европейских и средиземноморских языках алфавитом, датируемым 2500 лет назад. Уильям Комминс Бамонт писал: «Цивилизации тольтеков и майя появились на американских землях так, словно они возникли уже в готовом виде, со сформировавшимся искусством и системой иероглифического письма, которое обладает сходствами с египетским». Найдены тысячи доисторических мест по всей Новой Англии и в нескольких других северных штатах, где есть надписи, орнаменты и курганы, созданные друидскими моряками еще за 100 лет до нашей эры. Для дальнейшего сокрытия этой информации мало лишь приказа от клана сжечь сам текст документа, содержащего истинную историческую информацию, но нужно еще стирать культуры, которые произошли от этих древних шаманов. Самый опустошительный когда-либо геноцид, который был и продолжается поныне, это уничтожение шаманских племен. Мы потеряли наши традиционные корни и не знаем о ритуалах. Танцы дракона и танцы духов коренных американских индейцев. Для чего, как вы думаете, все это было? Все шаманы мира, когда исполняют свои ритуалы, они делают это, свою работу, гармонично, через танцы, чтобы усилить иммунную систему Земли. Но все они были убиты. Вот почему в 17 веке, именно в тот период, о котором я говорю, повсеместно работала программа, что если вы проходите через поселение коренных жителей, вы их убиваете. Колумб был послан в экспедицию с агентами королевы, чтобы уничтожить местных жителей и захватить минеральные ресурсы.
Он посетил каждый Карибский остров, забирая золото и так много рабов из местного племени Тану, сколько было возможно. Согласно Лии Трабич, за 3 года было убито 5 миллионов аборигенов. Согласно Говарду Зинну, за 15 лет племя араваков из 250 тысяч человек было полностью уничтожено. Население Америки до прихода европейцев было более 12 миллионов. 4 века спустя число сократилось на 95% до 237 тысяч. Бартоломей де лас Касас писал, с 1494 по 1508 годы больше 3 миллионов людей погибло от войн, рабства и на приисках. Кто из будущих поколений поверит в это? Я сам, хоть и хорошо осведомлен об этом, пока писал, с трудом верил в это. Мои глаза воспринимают такие действия, как чуждые человеческой природе. Сейчас, когда я пишу, меня пробирает дрожь. Еще один агент клана ложного эго — это Фернандо Кортес, уничтоживший племя ацтеков и разграбивший их ресурсы. А потом двоюродный брат Кортеса, Франциско Писаро, завоевал империю инков в Перу. Такие зверства наблюдались в Африке, Новой Зеландии, Новой Гвинее, Восточном Тиморе и до сих пор в Канаде. Это была преднамеренная попытка похоронить все живые остатки древнего мира, нашей истинной истории. Но было бы наивной ошибкой категорично судить и обвинять всех и каждого, вовлеченного из политики или религии, за такое сокрытие знаний. Это естественно для людей, страстно желать духовных знаний, когда сегодня так много специально утерянных звеньев и искаженных духовных текстов. И в попытке заполнить пустоты в духовной мудрости, честные и моральные люди, которые просто хотят понять свое место в мире, становятся основным потребительским рынком для тех, кто желает эксплуатировать эту уязвимость. The ego is something that is it's insecure. It's something that is in need of control. The ego actually is an inferior thing, but it's trying to act like it is something that is superior. Hence this schism occurs between the ego and between the unconscious or the self. There's a kind of a messiah complex at work here as well, I feel, that we project the savior type ideal on someone, and we expect them to save us, and we're not willing ourselves to kind of deal with this and get to the root of why we perhaps feel insecure or why we feel we have enough чтобы иметь достаточно сил, чтобы просто жить своей жизнью. Например, в случае с движением New Age, которое является еще одной ловушкой во всем этом, чем и может закончиться для людей. Они ищут чего-то настолько плохо, они говорят обо всем этом, что было им дано, но это не основано на каком-либо реальном понимании. Это все такое же проявление религиозной точки зрения. Люди ищут чего-то нового, они искренне ищут новый вид духовности, или способ стать лучше, или чтобы изменить что-то. Но это у них похищается. И то, что они действительно делают, это ведут вас к еще одному виду группового мышления или религии New Age, чем бы то ни было. И люди все еще не в состоянии вырваться на свободу из этого и совершать свое собственное путешествие, проходить свой собственный путь, который, как я думаю, это самое важное из всего этого. Каждый из нас — это какая-то шизофреничная личность, трагически разделенная против нас же. Мартин Лютер Кинг. В дохристианскую эру было несколько невообразимо могущественных культов. Наиболее примечательны культы звезд, Солнца, Сатурна, Луны и культ грибов. Легко увидеть, что поклоняющийся лунному богу составляет культ Луны. Почитание богов Солнца было принадлежностью солнечных культов. В культе Сатурна, который состоял из финикийцев и ханаанцев, поклонялись Элю или Эли. Библейский исход евреев из Египта показал, что они вошли в Ханаан и объединили лунный культ Изиды, солнечный культ Ра и сатурнианский культ Эля. Получается Изида, Ра, Эль. Израиль. Джон Аллегро писал: «Старый культ израильтян, мифология, поклонение Яхве, патриархальные легенды, пребывание в Египте и так далее имеют свои корни в религии священного гриба, развитой на основе философии плодородия Древнего Ближнего Востока. Иудейская митра, мусульманские тюрбаны и военные береты берут начало из символа грибного культа. Однако одним из первых и самых известных был культ звезд.
Несмотря на то, что большинство этих древних культов создавалось для целей шаманов и мирского управления, все же некоторые были приняты с другими намерениями. Как вы можете себе представить, в любом учреждении власти меньшие культы сформировались внутри главных культов, чтобы поклоняться индивидуальным божествам. Культы Митра и Диониса тому примеры. Даже сегодня вы можете видеть шапку Митра или фригийскую шапку на символе посаженной свободе на долларе, на гербах многих стран, на обратной стороне флага Парагвая, на печати американского парламента и даже в празднике солнечного культа, который мы теперь называем Рождество. В культе Диониса проводилось много фестивалей, такие как Великая Дионисия, празднуемая в Афинах около весеннего равноденствия. Самым главным событием на этом фестивале было соревнование Теймелы, в котором поэты, музыканты и актеры выступали в театре на открытом воздухе. Музыканты не платили налогов, а члены гильдии художников не участвовали в военных делах. Культ Диониса существует и в наши дни, как индустрия развлечений. Христианская церковь – это энциклопедия доисторических культов. Фридрих Ницше. В Ветхом Завете рассказано обо всем этом. Элитные династии этих культов действуют через своих потомков в сегодняшнем мире, и они чрезвычайно влиятельны. Эти культы все еще существуют во многих важных позициях власти во всем цивилизованном мире. Все же самая важная задача этих групп – это создавать согласие и соучастие людей. Сознательный ум – это творческий ум, это то, в чем есть ваша личностная индивидуальность, из него происходит настоящее мышление. И также есть подсознательный ум, в нем нет реальной сущности. Подсознательный ум – это как магнитофон, он записывает ваше поведение, а затем при нажатии нужной кнопки запускает проигрывание записанного, и это происходит автоматически. Это очень удобная вещь, потому что тогда нам не нужно каждый раз повторно учиться. Как только вы узнаете что-то, вы создаете для этого шаблон. Проблема состоит в том, что основные шаблоны убеждений и поведения запрограммированы подсознательным умом, идут от тех, кто нас учит, прежде всего от наших родителей, нашей семьи, нашего общества. Таким образом, большинство людей даже не осознают, как легко мы попадаем под влияние нашего окружения. Каждый человек, с которым мы встречаемся, каждая отдельная ситуация, с которой мы сталкиваемся, каждое маленькое словечко, сказанное по телевидению, это, возможно, не кажется слишком влияющим нашему сознательному уму. Но наш подсознательный ум создан таким образом, чтобы позволить каждому сигналу извне влиять на вас без нашего осознания. Так мы проживаем сознательную или бессознательную жизнь? Теперь неврология рассказал нам, что на протяжении нашей жизни только 5% ее управляется нашим сознательным умом, и 95% времени правит ум подсознательный, по установленным у него программам от других людей. И проблема в том, что когда эти программы запускаются, мы не замечаем этого. А скептики будут сидеть и говорить: сознание, шаблоны, астрология. Нет, мы создаем все своими руками, а не нашими умами. Архетипы не являются физическими, они не могут влиять на меня. Факт в том, что мы являемся сознательными только в небольшой доле нашего поведения. То, что мы не осознаем, это то, что целые страны, целые цивилизации думают, что они свободны и независимы, но подсознательно слишком боятся быть свободными и независимыми. Они будут умолять об управлении. Если они не могут делать это сами, как вы думаете, сознательное или подсознательное возьмет на себя ответственность за это? Это обычно заканчивается воцарением архетипа анимуса, сильного и мужественного. Когда мы думаем, что мы в опасности, то не ищем нашу маму, чтобы она нянчилась с нами. Мы ищем нашего отца, который бы защитил нас. Эпоха страха — это эпоха катастрофы, эпоха того паразита, которого мы видим как доминирование мужского. Одна из первопричин для того, чтобы отдать нашу ответственность и нашу сознательную энергию, это деньги. Мы, конечно, не хотим признать, что наша зависимость от денег порочна, потому что это подразумевало бы, что в этом только наша вина, и, Боже упаси, чтобы мы взяли ответственность за свои жизни. Поэтому мы обвиняем деньги. Это краеугольный камень всей иллюзии, построенной вокруг нас ложным эго. Деньги, как говорят, это корень всех зол. Но все же они не могут быть злом, потому что деньги — это всего лишь символ. Символы несут только веру духа наблюдателя. Это означает, что символ бумажных денег вызывает и обнажает злые намерения и пороки, присущие нашему ложному эго. Деньги существуют только потому, что мы соглашаемся принять их как ценность. И что также иллюстрирует нашу неспособность к свободе, мы отдали контроль над основанными на нашей вере деньгами частной корпорации вместо федерального правительства.
Нет никакого закона, говорящего, что мы должны использовать федеральные резервные банкноты как валюту. Мы выбираем это, потому что мы боимся альтернативы. Независимости. Никто не порабощен более безнадежно, чем те, кто ошибочно считают себя свободными. Гёте. Но в действительности дело не в деньгах, а в энергии, потому что деньги — это просто материальный предмет, который позволяет миллиардам людей жаждать только одной этой вещи, помещает свою энергию в нее. Это не плазменный телевизор или дом, или образ жизни, работа, или что-то другое значимое, как статус, к чему мы действительно стремимся. Причина в том, что мы знаем, что мы пусты. Эти люди чувствуют печаль, одиночество и пустоту точно так же, как кто-то еще, и они хотят заполнить эту пустоту материализмом, потому что думают, что это заставит их чувствовать себя лучше. Они хотят успокоить чувство пустоты материальными увлечениями, и таким образом все возвращается к этому чувству необходимости предоставить нашу зависимость чему-то внешнему, чему-нибудь, над чем мы абсолютно не имеем никакого контроля. Что мы видим сейчас, это все соревнования друг с другом, уничтожение друг друга, войны, соперничество за материальное существование, насилие над планетой, когда ее раздирают на куски только, чтобы держать этот кусок в руках и говорить: «Я выиграл эту игру». Каждое из этих деяний разрушительно не только для планеты, но и для человеческой цивилизации. Человеческая цивилизация будет процветать в сотрудничестве и умирать в соревновании. И если вы действуете от этих истин, тогда все закончится вымиранием, которое уже стоит перед нами. У всех нас есть демоны, скажем так, все мы имеем внутренних демонов в наших жизнях, но мы ожидаем увидеть дьявольских монстров или темных призраков, когда думаем о демонах, как о тех, что видим в кино. Но наши демоны на самом деле это люди в наших каждодневных жизнях, люди, с которыми мы соглашаемся, люди, которым мы завидуем или которых ненавидим, те, кого мы физически или эмоционально раним каким-то образом. И это не потому, что мы завидуем или ненавидим качество в этих определенных людях, а скорее потому, что мы ненавидим факт, что они напоминают нам о нас самих. Они отражают те качества нас самих, которых нам бы хотелось иметь больше, или которых нам совсем не хотелось бы иметь. Так что мы делаем? Мы облегчаем эту боль, не справляясь или сражаясь с нашими собственными демонами, но вредя людям, которые напоминают нам о наших демонах, вредя людям, которые напоминают нам о вещах, которые мы не любим в нас самих. И когда мы расстраиваемся, что не контролируем свои эмоции, потому что мы в действительности не знаем, что влияет на наши эмоции, мы вымещаем это на других, мы вымещаем это на чем угодно еще, что может показать нам или действовать как катализатор для нашей же ненависти. И поэтому то же самое мы делаем и с животными. Животные полностью подходят для этого, потому что они не могут защитить себя. Это прекрасный катализатор для нашей внутренней агрессии, нашего смятения, нашей ненависти. Выместить все на ком-то абсолютно беспомощном. Только вообразите, насколько несознающим должен быть человек в его или ее действиях, чтобы мучить, калечить или издеваться над любым живым существом. His goat's down, and he'll be here, and we can. Ouch! Ooh, he bit you. Look at his tail. Is it calming with your kids, maybe? He's a big guy. That's a real. Подумайте о недостатке сострадания, который нужно иметь в жизни вообще, чтобы быть в состоянии не чувствовать никакого подобия симпатии ко всему населению, уже не говоря об отдельных людях или животных. Целые популяции видов разводятся специально только ради прибыли. Но я скажу вам, что еще более опасно. Не люди, производящие такую жестокость, потому что это уже укоренилось в них. Такая форма ненависти и жестокости уже укрепилась и давно известна. То, о чем я действительно волнуюсь, те люди, которые против бесчеловечности, люди, которые против жестокости к животным и при этом чувствуют себя достаточно самоуверенными, чтобы думать, что оправданно причинять вред или наносить ущерб тем людям.
Потому что это те люди, которые выводят бессознательное жестокое поведение на новый уровень сознательного жестокого поведения, которое для себя считают совершенно приемлемым, потому что они чувствуют, что делают свою работу, верша правосудие над другими, как будто они это представители власти или что-то вроде того. Это те люди, которым будет намного труднее выяснить, почему они содержат в себе столько ненависти и негодования. Они не понимают, что это только другая форма той же самой ненависти. Итак, чтобы уйти от встречи с нашими внутренними демонами, что мы делаем? Когда мы начинаем понимать, подождите минутку, возможно, это неправильно причинять вред любому другому живому существу, тогда эго придумывает более завуалированные формы жестокости, обманывая нас демонстрацией той же самой формы ненависти к себе, того же самого возмущения, но только другим способом и к другой группе людей. Но пустота найдет способ вернуться к нам, и люди всегда будут начинать чувствовать снова беспокойство, неважно, сколько раз они перекладывают вину на какого-то еще человека или еще одну группу. Мы нуждаемся в хаосе в наших жизнях, мы жаждем разрушения, мы молим о катастрофе. Потому что если у нас не будет всего этого, чтобы действовать как некого рода обряд изгнания бесов или же катализатора для нас, мы начинаем замечать все это в самих себе, а это то, чего мы не хотим делать. Понимаете, мы можем иметь дело с войнами, с терроризмом, мы можем иметь дело с крахом фондовой биржи и экономическим кризисом. Мы можем иметь дело со всем этим. Но как только мы начинаем замечать этот хаос внутри себя, нам становится действительно страшно. Мы сделаем 1 000 000 11 сентября в один момент из-за нашей ненависти к себе. Мы эффективно разрушаем самих себя, маскируя насилие под любовь. Есть много боли в жизни, и, возможно, единственная боль, которую можно избежать, это та, что приходит в попытке избежать боль. Р. Д. Лэнг. Вы знаете, что самое интересное во всем этом? Мы сталкиваемся с этим каждый день. Ежедневно, когда мы либо что-то принимаем с распростертыми объятиями, либо же яростно отвергаем. Интересно не то, что мы принимаем или отвергаем, а то нечто внутри нас, что заставляет нас чувствовать себя принуждаемыми к чему-либо или отвергающими что-то. Это фундаментальное двойственное поведение мышечной силы или слабости, привлекательности или отвращения. И самое интересное в этом, что когда вы понимаете, что сознание, осознанность — это та неосязаемая суть, которая оживляет всю материю, превращая в то, что мы видим вокруг нас как жизнь. Вот где вы находите происхождение такого двойственного поведения. Это описывается как вдох и выдох Брахмы, сокращение и расширение Армана и Люцифера в теории антропософии, активные и пассивные свойства в электричестве, мужские и женские качества, инь и ян, существование и небытие. Все это разные способы объяснить тот же самый процесс поведения, который начинается с понимания, начинается с сознания. И если вы избавляетесь от всех образов и концепций в своих умах, от этих высказываний в вашей голове, и просто попробуйте почувствовать разницу между этими двумя полярностями, вы начнете замечать, что все различные сценарии и возможности, разыгрывающиеся в мире, все имеет общее происхождение. Найдутся миллионы людей, говорящие вам, что Библия — это Слово Божье, и что вы должны следовать ей слово в слово. И также есть другой миллион людей, заявляющих, что это очередная форма контроля разума, и что ничему из этого нельзя верить. Каждый будет говорить вам: будь осторожен с этим, или не упускай этого. Это хорошая информация, это плохая информация. Мне только интересно, что делает из кого-то такую авторитетную фигуру, что он может говорить о том, что истина, а что ложно? И почему вы отрицаете или принимаете что-то, основываясь на совете другого человека? Почему вы сами не принимаете решения? Информация — это информация. Нет такой вещи, как хорошая или плохая информация. Важно то, что вы будете делать с ней. Я говорю, позвольте всему быть вашей Библией. Принимайте любой кусочек информации каждого человека, каждое событие или сценарий, или ситуацию чистым и открытым умом. Поскольку это только ваша ответственность отвечать на что-либо в вашем жизненном пути. Не следовать за толпой, не следовать обычаю. Это только ваша ответственность. Смысл в том, что не важно, сколько людей скажут вам, что вы не правы или правы, вы не зависите от их одобрения. Если мы, по крайней мере, проверяем наши собственные действия, наш собственный процесс мышления и принимаем сознательное решение в том, что мы считаем правильным каждый день, это то, что, я верю, является божественностью. Вот что такое истинный шаманизм. И по мне, это именно то, благодаря чему чувствуешь себя живым.
В этой сознательной живой вселенной нет никаких законов природы, только привычки. Нет ничего внешнего во вселенной, чтобы диктовать ей законы извне. Иллюзия непреложного закона природы является лишь результатом того, что нет нужды ломать эти привычки. Когда же возникает необходимость сломать привычки, чтобы гарантировать выживание организма, мы видим это событие в природе под названием эволюция. Коллективный ум формирует нашу эволюцию. И отличный пример тому — эксперимент, сделанный Джоном Каратом в 1988 году. Его группа помещала нетолерантные к лактозе клетки в среду, где есть только лактоза в качестве пищи. По закону природы, каждая из этих не выносящих лактозу клеток умерла бы. Но, к удивлению, все они выжили. Каждая из них поняла проблему, с которой они столкнулись, и заменила дефектный фермент лактазу функционирующим, чтобы употреблять лактозу в пищу. Если клетка может решать, как и когда ей развиваться в случае угрозы вымирания, тогда все, что угодно может это сделать. Существующее убеждение сегодня, что человеческое тело — это биохимическая машина, которой управляют гены, и поэтому поведение, эмоции, характерность нашей биологии, наше здоровье, наша жизнь управляются генами, которые мы не контролируем. Так вот, люди, чему нас учат? Вы жертва, гены управляют вашей жизнью, вы не выбирали их, вы не можете изменить их, гены программируют то, что вы имеете в конечном счете. В моих экспериментах на стволовых клетках, которые я начал в 1967 году, я изолировал одну стволовую клетку, поместил ее в чашку Петри, и затем она делилась каждые 10 часов. Я взял все клетки, разделил их на 3 группы и поместил в 3 чашки Петри. И затем я изменил среду для роста, составляющие среды в каждой из этих 3 чашек. В одной чашке клетки сформировали кость, во второй чашке они сформировали мышцу, а в третьей чашке они сформировали жировые клетки. Что же управляло судьбой клетки? И первое, что вы должны сказать: подождите, они все были генетически идентичны, когда они были помещены в чашки. Значит, очевидно, что гены не управляют этим процессом, потому что они все имеют одинаковые гены. То, что было различно, это среда для развития. Все в моей карьере внезапно, как возглас у Божия. Вот я учу, что гены управляют жизнью, а тут клетки говорят мне, что гены откликаются на саму жизнь. И пока вы можете управлять ответной реакцией, вы можете управлять вашей жизнью. Все зависит от того, как вы распознаете окружающую среду, как ваш ум воспринимает окружающую среду. Если вы понимаете это, тогда вы могли бы привести себя к самому замечательному самовыражению на этой планете, быть полностью живым и полностью здоровым только с помощью того, как вы отвечаете миру. Перед лицом финансового краха во всем мире, политических и религиозных войн, бушующих безустанно, и постоянным растущим чувством потерянности и отсутствия смысла, есть большое количество энергии, находящейся на поверхности коллективного ума. Эволюция не происходит постепенно, она случается скачками и всплесками и происходит из-за огромной потребности организма в выживании. Сейчас мы находимся в историческом моменте, когда перед нами стоит выбор: становиться независимыми или оставаться подчиненными, встретиться с нашим истинным «я» или продолжать бороться с призраками, становиться здоровыми или позволять этой болезни расти, жить или умереть. Выбор за вами.